Всем привет! Давно не виделись в эфире. Меня зовут Юля, и я беженка из Украины. 3.02 я выехала из Харькова в Польшу. Видео об этом можно посмотреть вот здесь. И это уже моя 300-я попытка вести свой личный блог, потому что прокрастинация и отсутствие внутренней дисциплины, знаете ли, не дают сделать много дел. Поэтому сегодня у нас 12 сентября, но я хочу продолжить свой рассказ все-таки, как я добралась из Харькова в Порту, где, собственно, сейчас живу и работаю. И события, о которых я буду рассказывать, они происходили в марте месяце. Поэтому очень коротко, все, что вспомню, погнали. И изначально планы были остановиться в Германии, потому что, во-первых, там есть знакомые, а во-вторых, в Германии дают хорошее пособие для беженцев. Поездом из Кракова я добралась до Берлина. В поезде же нашла вписку себе в Берлине, великолепную вписку. Об этом тоже можно посмотреть вот в этом видео. Из Берлина, собственно, я добралась до Кестерта. Это небольшая коммуна в Германии. Там живет моя подруга Катя. Спасибо, Катя, спасибо, Дима, Вера. Отдельная любовь. Пришла домой, сейчас будет стирать это все. Тут что это, вещички, да, грязные? Родителям передачку. Родителям передачку. Hello. Хоп, хей, ла-ла-лей. Невероятно красивое место, очень много пространства, горы, речка, корабли. Там 400-500 человек живет, все друг друга знают. Меня приютил владелец отельно-ресторанного комплекса, дал мне комнату в своем отеле, и я ела завтрак, и ужин был бесплатно. Много гуляла, пыталась найти удаленную работу, заработала свои первые 100 евро и поняла, что Германия, к сожалению, не моя страна, а может и к счастью. Я решила вернуться в Польшу. Потому что Польша мне очень понравилась, мне люди, архитектура вообще зашла безумно. Безумно классная архитектура в Польше. Вообще Польша – любовь на самом деле. В Берлине мы встретились с Катей, это еще одна моя знакомая из Харькова. Просто чтобы погулять, потому что она тоже на тот момент была в Германии. Добрый вечерочек. А мы тут с Катериной вышли на променад. Покурить трубы. Давай, как дела? Все хорошо. Мы погуляли по Берлину, зашли в супермаркет, скупились, поели, посидели на лавке. Собственно, все. Нас приютила Диана. Диана, спасибо тебе большое. Это моя однокурсница. Она уже 6 лет живет в Берлине. У нее есть с мужем. Они открыли замечательный бар, называется «Медуза». Очень красиво, очень со вкусом, очень классные ивенты. But you figure out some shit when you're high, like your brain works slightly differently, and shit that you don't concentrate on, you start concentrating like way more on. And this is how I like realized as I'm jerking off high. This is how you know that the porn you're watching is really fucking good. You know? Пока была в Берлине, нашла себе вписку в Гданске, в Польше. Боже, встретили меня прекрасно. Это вообще, наверное, такой ретрит для меня был. 3 недели я провела у девчонок, у них 5 кошек, 2 собаки, 3 лошади и, по-моему, 3 или 4 козочки. Это было вообще невероятнейший ретрит. Я ни за что не платила. Они меня кормили. Девчонки, вообще огромнейшая любовь вам, огромная благодарность вам. Это люди, которые и место, и люди, которые зарядили меня вообще жизнью, собственно. Я там выдохнула, намедитировалась. Как раз сразу же попала на день рождения Улы. Они сделали кейки с надписью «Ебать Путина». Я познакомилась с многими людьми, успела поработать. Работала официантом в Польше, обслуживала поминки. Вы только посмотрите на эту суперзвезду формата кантри. А? Как вам? Мой прикидончик. И общались мы с девчонками немножко на польском, немножко на украинском и немного на английском. Вообще поляки замечательные люди, очень добрые, очень веселые. Вообще никаких проблем с коммуникацией не было. Польский язык как родной, понимаю. Каталась на лошади, без седла даже, сама вела лошадь. Вообще уже собиралась оставаться в Польше, уже даже получила направление на песен. Но, как вы знаете, у Вселенной, как всегда, на все свои планы, поэтому со мной связался человек, с которым мы виделись буквально 2 дня, 6 лет назад, Дима, и буквально переписывались пару раз с ним. И он говорит: ты тоже в Польше? Я тоже в Польше, только во Вроцлаве. Давай-ка мы с тобой поедем куда-нибудь в теплые страны. Я сначала, конечно же, рубанула с плеча всю эту идею, потому что, ну как, куда вообще мы будем ехать? Я почитала о Португалии, какое-никакое пособие там в 180-190 евро дают, плюс мы вдвоем, как бы какие-то сбережения есть, не пропадем. В общем, мы поехали.
Из Кракова в Берлин, из Берлина в Манхайм. Там мы переночевали в лагере для беженцев, потому что была накладка с поездом. Очень цивильный, приличный лагерь. Это был мой первый лагерь для беженцев. Там же мы встретили семью из Харькова, с которой дальше продолжили путешествовать вместе. Из Манхайма мы добрались до Парижа. Вот Deutsche Bahn в Германии это вообще что-то нечто. Я влюбилась в него. Это везде Wi-Fi, это везде розеточки, это все везде было бесплатно. Я везде показывала паспорт, меня пропускали бесплатно. Чем дальше мы отъезжали от Польши и от Германии, тем сложнее было нам достать билеты и объяснить людям, что мы, собственно, хотим. Спасибо I Can Help Host и вам, люди, вообще за то, что вы принимаете беженцев, не боитесь. Я что в Польше девчонок нашла через I Can Help Host. Это сайт для помощи украинским беженцам. Люди просто пишут, я могу принять там на столько-то, столько-то, такого-то человека, там, или семью, или двоих, троих, там, могу на месяц, могу на 2 недели, есть там экстра бед, есть отдельная комната. Я у девчонок вообще в отдельной комнате жила. Здесь нашла вписку в Париже, прямо на Монмартре, замечательный человек, привет тебе. Боже, я забыла, как тебя зовут, по-моему, Марка, если я не ошибаюсь. Очень уютная квартира, очень забавный кот, накормил нас, приютил. По Парижу погуляли мы немного, я увидела Лувр, вот этот треугольничек, вот этот вот знаменитый, да. В Париже мы встретили еще одну семью, которая направлялась в Мадрид. В Испанию мы уже путешествовали компанией в 10 человек, если не ошибаюсь. Поехали из Парижа в Барселону. Ехали мы в пустом вагоне, нам дали очень классный сухпай, там макарошки, всякие консервочки, куча печенья. Короче, мы очень классно спали там по очереди, тусовали, слушали музыку. Спасибо, ребята, очень за вами скучаю, вы такие классные. Добрались мы до Берлина, в Берлине, до Барселоны. В Барселоне еще чуть-чуть подождали, там, по-моему, пару часов. И поехали из Барселоны в Мадрид. И в Мадриде мы переночевали в лагере для беженцев, огромный спорткомплекс, прямо на баскетбольной площадке, куча кроватей, сэндвичи. Набрала 5 килограмм, пока добиралась из Украины в Португалию. Переночевали мы, и 3 поездами мы с Димкой добрались из Мадрида в Порту. Я искала вписку параллельно на этом же I Can Help Host. Отозвалось очень много людей, но я не хотела жить в селе. И я нашла Мигеля, он со мной созвонился по видеосвязи, показал мне свой дом. Он живет тоже в селе, но это буквально 3 станции или 4 до Порту, то есть это 15 минут на машине или 15 минут на поезде. Созвонились, он показал, у него там курицы, дом, как раз у него там жили 2 девушки из Украины. И он сказал, что самолет, забери меня в полет. Последний раз я летала на самолете 7 лет назад. Первый и последний раз. Я летала из Украины в Грузию. Больше никуда не летала. Он писал, что ты можешь у меня остаться на год. Я могу помогать тебе с едой, то есть еда и жилье бесплатно. Единственное, что мне нужно будет помогать ему по дому, убирать. Там у него свой сад, есть огород, органические овощи, фрукты. Вот, нужно будет ему помогать. Вообще, просто, мы с Димой такие, да, конечно, выезжаем. Вот. 3 поездами из Мадрида мы добрались до Порту и до станции Компанья, и там на машине нас забрал Мигель. Очень высокий мужчина, очень сразу легко с ним пошел разговор. Он привез нас к себе домой, это был уже вечер, наверное, часов 10, и первое, что я увидела, это большое дерево с апельсинами, рядышком небольшое дерево с лимонами, и на этом дереве спят курицы. Это для меня такой был сюр. И вот так вот мы добрались до Порту. Я не потратила практически ни копейки. Все проезды, все было бесплатно. Мы не заплатили ни за один билет. Единственное, что тратили деньги, это иногда на еду. Прожила я у Мигеля 4 месяца, по-моему. Это вообще отдельная история, как мы жили у Мигеля. Очень много всего увидела. Начала заниматься музыкой. Встречала очень много людей с разных стран, с Чили, с Бразилии, Франция. У него хостится очень много людей. Удивительное время для меня началось. Я как будто сейчас начинаю заново учиться жить. Заново учиться ходить, коммуницировать, общаться с людьми, понимать, кто я, потому что последние 3 года, наверное, я жила в тюрьме своей собственной головы.
была в тотальной депрессии, и жизни как таковой у меня не было. Это постоянно слезы, сопли, это постоянные истерики. Ну, то есть у меня не было ни друзей, у меня не было никаких толком достижений в работе. Я очень была несчастным человеком. Ни путешествий, таких путешествиях вообще речь не шла. Я просто, мне как будто 5 лет было. Я не знала вообще, как взаимодействовать с этим миром, что мне сделать. Каждый день мысли о суициде. Поэтому не обессудьте, что я здесь типа там в жопу грею на солнце или прочее. Я ебашу по 14 часов в день. Очень тяжело, просыпаюсь каждый день с болью во всем теле. Поэтому ничего так сладкого тут такого тоже нет. Поэтому люблю вас, мои хорошие. Заряжаю этот выпуск и вообще дальнейший свой YouTube-канал на успех. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь.